Вот для приготовления сырников вообще потребуется, по идее, 400 грамм творога, 2 яйца, 5 столовых ложек манки, соль, сахар по вкусу и 3 столовые ложки муки. Вот, у меня творога всего 200 грамм, так что я возьму одно яйцо, 200 грамм творога и, наверное, ложки 3, 2,5-3 ложки манки. Соль, сахар, соответственно, тоже положу по вкусу. Вот, разминаем творог сначала, то, что есть, вилкой. Вот, разбиваем туда одно яйцо. Перемешиваем. Вот, кладем сахар, соль по вкусу. Вкусно. А потом я насыпаю туда немножко этого разрыхлителя. И также перемешиваю. Вот, и добавляю дальше. И дальше добавляю манки. Я добавлю 2 ложки с половиной. Вот, опять же все перемешаю. Вот, если есть у вас сметана, можете использовать сметану, когда будете подавать сырники на стол. Дальше добавляете сахар. Я так добавлю его на глаз. Вот. То есть в зависимости от того, насколько вы любите сладкие творожники, любите или не сладкие. Мы любим сладкое все. Поэтому я кладу всегда во все сахара много. Мы сладкоежки все. Если сладкого не поели хотя бы 1 раз в день, все, уже день, как говорится, прожит зря, считай. Вот, перемешиваем так хорошо. Я, наверное, еще подсыплю немножко сахара. Чуть-чуть. И дальше вводим муку. Вот муку можно добавлять, мне кажется, до тех пор, пока вот не будет отлипать от рук вот эта масса. То есть до тех пор, пока массу можно будет, мне кажется, брать руками. Или, по крайней мере, чтобы шарики скатать. Нам же нужно будет скатывать шарики. И немного получается. Будет, наверное, не очень много. Вот, ну, в принципе, нормально. Я возьму тарелочку дополнительную. И сейчас попробую. То есть они уже, видно, не прилипает этот, как он, творог. Если прилипает еще немножко, добавьте еще немного муки. Даже можно немножко еще добавить. Чтобы оно такое было кашестообразное и не совсем, чтобы прилипало совсем к рукам. Вот.
То есть мы все положили, все ингредиенты, и оставим, пока не будем ничего лепить, оставим на 20 минут, чтобы разбухла манка. Вот прошло 20 минут, манка у нас разбухла. Вот, и мы сейчас будем, можно насыпать сюда немножко на тарелку муки. И я начинаю, уже как бы, ой, немножко она все-таки прилипает к рукам. Ну, ничего страшного, я думаю. Вот, и я начинаю делать вот такие сырнички и обваливать их в муке. Такие вот скатываю и обваливаю. Они, в принципе, у меня немножко прилипают к рукам, то есть, ну, ничего страшного, я думаю. Я вот их вот так вот обваляю в муке. Сырников у меня получится немного, потому что у меня было всего там 200 грамм, наверное, этого творога. И для того, чтобы использовать этот творог, чтобы он не пропадал. Потому что в Египте творог, он как бы натуральный. Вот. И если как бы его, то есть он не запакованный в какие-то баночки, коробочки. Он такой вот, как вот его делают, творог, вот, видимо, делают его таким вот обычным каким-то таким путем. И то есть если его вовремя не использовать, он потом просто становится соленый. Вот. То есть египтяне вообще творог, как мы, не едят. Вот. То есть они не делают никакие там из творога сладости, как у нас принято. У них творог в основном используется для того, чтобы делать салаты с помидорами и с острым зеленым перцем. Они добавляют туда, то есть они нарезают мелко помидор и нарезают перец острый зеленый, едят это, заправляют это подсолнечным маслом, размешивают, получается такой как салат, и они едят его хлебом арабским. То есть кому-то, может быть, нравится так в качестве экзотики, но такой постоянно есть не будешь. А они могут такое есть постоянно, вот, кстати, на завтрак, в качестве завтрака. Вот, но наши готовые сырники, то есть к поджарке, вот получилось у меня 7 сырников. Вот, дальше я возьму подсолнечное масло для поджарки, возьму сковородку. На сковородку налью подсолнечного масла. Дам сковородке разогреться немножко. На холодную сковородку не кладем. Кладем на разогретую. Это у меня картошка сваренная для картошки запеченной. Я сейчас буду делать. Вот сейчас она подогреется, сковородка. Я возьму свои сырники, положу их здесь. Вот, ну, сковородка разогрелась. Сейчас я огонь немножечко уменьшу, чтобы не совсем пламя полыхало. И начинаю выкладывать вот эти вот свои сырнички. Вот. Это цветочек, да? Да. Это цветочек как? Это не цветочек, это будут сырники называются. Ух И ты! поджариваем их. Возьмем чистую тарелочку. Вот, но они пока поджариваются.
Я не люблю очень ужаренные до черной корки. Поэтому я буду смотреть, чтобы они были такие желтенькие. Вот, и они как бы сейчас поджарятся. Ой, один заваливается наверх. Так. Ну все, сейчас они поджарятся, я их все выложу. Вот, ну и все. То есть они как бы немножко подрумянились, их уже можно доставать. Подрумянился этот. Вот, все, выключаем газ. Вот такие вот получились сырники, очень вкусные. Вот у меня есть еще сметана. Кстати, в Египте вот такая вот продается сметана, она абсолютно не запакованная, она у них продается в развес. Я не знаю, как у нас, наверное, в советское время раньше также продавали. Вот. По-моему, у нас была в советское время сметана тоже в развес. Вот, у меня вот эта сметана, я ее положу. И можно есть сметаной. Я добавлю в сметану немножко, наверное, сахара. Или если есть йогурт, можно добавить. С чем сделать? С йогуртом или макать в йогурт лучше сладкий, да? Вот такие вот сырники у меня получились. Так что кушайте на здоровье. Всем приятного аппетита.